Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня решила сделать для вас небольшой расклад, что же выбрать. Очень часто перед нами стоит выбор, и нелегко бывает выбирать. И я вам хочу сказать, что много таких вопросов мне задают, даже иногда заказывают личные консультации именно по этим вопросам. И сегодня я вам покажу, как я это делаю на личной консультации. Конечно, на консультации это определенная сфера, определенный вопрос, и мы находим, какой же все-таки выбор сделать лучше. Здесь вы можете подумать о вашем выборе. Выбор может быть любой между двумя машинами, ехать, не ехать, приглашать, не приглашать, между двумя работами, делать, не делать, готовить, не готовить. Ну, это я уже балуюсь. Вот, поэтому, пожалуйста, выбирайте. Будет две позиции, можно сказать. Одна позиция – это если вы выберете что-то одно, вот между двумя, и вторая, что произойдет, если вы выберете что-то другое. Так что сосредоточьтесь на том, какой выбор перед вами стоит. Ну, а я сейчас посмотрю, что произойдет в первом варианте и что будет происходить во втором варианте, и вы уже сами для себя сделаете выводы и, конечно же, сделаете этот выбор. Так что я даже сама иногда, вам хочу сказать, бывают ситуации, что вот, хотя я обычно делаю выбор интуитивно, но бывают ситуации, что тоже сама себе выкладываю карту. Хотя самой себе, в принципе, не совсем есть смысл выкладывать карту, потому что уже на сегодняшний день в большинстве случаев я выкладываю ту карту, которую я хочу выложить. Вот к чему привел курс по искусству предсказаний, на который я вас приглашаю, который прекрасный, который рабочий и очень-очень легкий и быстрый. Вы там научитесь не только предсказывать, но и измените свое мировоззрение и поймете, как работает Вселенная, и сможете помогать себе. Ну и, конечно же, если вам это интересно, помогая другим, вы можете улучшить свое материальное положение. Ссылочка на курс под видео. Заходите, смотрите. Мой коуч Алена Ариес вам поможет. Там, особенно если вы берете VIP, то у вас есть еще и 2 или 3 встречи с Аленой, поэтому смотрите, думайте, решайте. Ну, а я начинаю. Давайте посмотрим, что будет, что произойдет, если вы выберете первый вариант. Я цифры не выкладывала, потому что тут же будет один и второй расклад, как бы один за другим, поэтому цифры я не выкладывала. Ну что, давайте посмотрим. Кстати, на личные отношения я сделаю такой же расклад отдельно на Золотой Ривьере госпожи Ленорман. Я больше люблю личные расклады делать на колодах Ленорман. Ну что, вы готовы? Давайте посмотрим, что произойдет, если вы выберете первый вариант для себя. Первый вариант – это прекрасный вариант. Вот если вы делаете выбор, и вот вы
решите следовать вот этому варианту, это прекрасный вариант. Ой, он несет вам счастье, радость, удовольствие, прекрасные перемены и действительно прекрасное разрешение всех ваших задач. Тут я вижу, что я еще... Нет, тут не надо, я думала уточнить, тут нечего, в принципе, уточнять, все и так ясно. Этот вариант для вас получается, ну, не судьбоносным, это будет неправильно сказать судьбоносным, но этот вариант принесет вам те перемены, которых вы хотите. По Солнцу это увеличение зарплаты, это счастье, это радость. Кстати, еще в первом варианте, если, я говорю, я не затрагиваю здесь сферу отношений, в первом варианте в выборе, вот когда вы в выборе именно в том, чтобы действительно убедиться, что это ваше, вам будет помогать какой-то молодой человек. Ну, человек может быть и не совсем молодой, дело в том, что это мужчина, старше 45 лет, он очень внимательный, очень чувственный, очень заботливый, поэтому если дело касается выбирать, например, 2 автомобиля, то этот мужчина вам поможет именно вот если выберете этот вариант, этот мужчина вам поможет выбрать именно тот автомобиль, который принесет вам очень много радости, удовольствия. И я вижу, что на этом автомобиле вы даже поедете в путешествие, если это касается автомобиля. В принципе, в любом другом выборе вам будет кто-то помогать здесь. И хочу вам сказать, что это действительно прекрасный выбор, который несет для вас прекрасные перемены, получение именно того, что вы хотите, и счастье, радость, удовольствие. Вот такой первый вариант. Если вы сделаете выбор в пользу первого варианта, или если это, например, я говорю пример, ехать, не ехать, да, ехать, или вас будет кто-то сопровождать, или кто-то вам в этом поможет. Приглашать, не приглашать, да, приглашать по той простой причине, что это будет... вы получите удовольствие от чьего-то визита. Тут я вам просто примеры привожу, какой может быть выбор. Вот, я думала, если работа, если вот вы взяли одну работу и вторую работу, и здесь мы смотрим, что произойдет, если вы выберете именно вот эту одну работу. Да, ваш начальник у вас будет прекрасный начальник. Вот тут получается, что из того, что я вижу, начальник, хозяин, вышестоящий кто-то, это будет мужчина, он действительно заботливый, он, вы знаете, кроме того, что вам будет очень нравится эта работа, вы еще будете иметь возможность роста на этой работе, и вам будет легко работать, потому что и коллектив, и начальник или хозяин будут прекрасными. Так что вот вам первый выбор. Если был выбор в чем-то другом, вот вы взяли 2 варианта, вот что произойдет, если вы выберете первый вариант. Сейчас мы посмотрим, что произойдет, если вы выберете второй вариант. Я возьму другую колоду, и мы сейчас смотрим, что же
произойдет, если вы сделаете выбор в пользу второго автомобиля. Например, я все время привожу примеры, чтобы вы поняли, как этот расклад работает. Вот. Давайте посмотрим, что же произойдет, если вы выберете второй вариант или второй автомобиль, или, например, не приглашать, или вот я просто вам объясняю метод. Давайте посмотрим. Ну, здесь немножко другая картина. Здесь немножечко другая картина. Если вы сделаете выбор вот в пользу второго варианта или в пользу второго автомобиля, я хочу вам сказать, что вам было бы, прежде чем вот что-то делать, если вы выбрали вот второй путь, второй вариант, вам придется, во-первых, вы должны будете чему-то научиться, если это касается работы, вам придется учиться и довольно-таки серьезно учиться. Потом для того, чтобы вот если вы выбрали второй вариант, я хочу сказать, вот тут я вижу немножечко неуверенности. А неуверенность из-за того, что вы не владеете некоторыми вопросами. Это если касается работы. Опять же, если это касается автомобиля, вот я вам дала первый автомобиль, второй автомобиль. Дело в том, что второй автомобиль, мне такое ощущение, или он не совсем новый, который вы выбрали, и тут может дело касаться, что надо будет произвести какие-то работы на нем. Это то, что я здесь вижу. Если дело касается... Чего же еще я вижу здесь дело касается? Ну вот если дело касается приглашать, не приглашать, и вы выбрали не приглашать, вы правильно. Вот если первый вариант был приглашать, второй нет, то тут вы сделали правильный выбор, потому что вот тут тот, кого вы приглашаете или хотите пригласить, например, немножечко человек, с которым вам не то, что не будет интересно, но человек, который, знаете, вот есть люди, которые тянут одеяло на себя. И которые, вот если это их мнение, то это только их мнение, они не слышат вас. Вот тут я вижу ситуацию, что может произойти такое, что вас не будут слышать. Вот слушать, но не слышать, и вы будете чувствовать вот это, и вам это не очень будет нравиться. Так что в целом, вот из того, что я вижу, я же говорю, если это касается работы, то после учебы вы приобретете уверенность в себе. Может, какие-то подготовительные курсы нужны, я здесь вижу. Но вам хорошо надо все это продумать, потому что вижу, что некоторые из вас, какой-то вот этот, кто выбрал второй вариант, некоторые из вас, вот тот вариант, что был первым, он для вас просто идеален, можно сказать, а здесь есть какие-то подводные камни, с которыми вам придется столкнуться и возьмет больше усилий. А какой вопрос, где это уже ваш выбор? Так что смотрите, выбор, конечно же, ваш. Если вы выбрали, если вы по умолчанию выбрали второй вариант, то значит вы можете всегда все изменить и легче. Вот еще что я здесь вижу, тут немножечко тяжелее все. Ну, тут я, как всегда говорю, все в ваших руках, вы всегда можете все изменить. Ну, а теперь я все-таки выложу вам
две карты на исполнение желаний. Давно я этого не делала, соскучилась я. Я в основном снимаю вам короткие видео, но вы знаете, я их начала снимать не просто так, я их протестировала, и я вижу, что вам они нравятся больше, чем длинные, потому что вы их смотрите больше. Так что, а когда я делала вот эти длиннющие видео, хотя их огромное количество уже на моем канале, если есть какие-то вопросы, задачи, заходите на канал, плейлисты, есть про любовь, есть узнай свое будущее, есть день грядущий, в котором расклады, они не на день, они больше, чем на день. И если вам именно интересно подробные расклады, то, пожалуйста, у меня на канале их много. Ну и вот сегодня я все-таки сделала более длинный расклад, разобрав один вопрос. И надеюсь, я ответила вам на ваш вопрос, который был у вас, когда вы начали смотреть это видео. Ну, а если еще есть вопросы и задачи, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию. Мои контакты под этим видео и иногда высвечиваются в верхнем правом углу. Ну и я пущу бегущую строчку тоже. Так что обращайтесь, я с удовольствием вам помогу. А теперь планируйте ваши желания. Ставьте ваши задачи, проговаривайте ваши цели. И сейчас мы посмотрим. Я сделаю две позиции, так как две позиции было в раскладе, две карты на исполнение желаний. Первая карта и вторая карта. Давайте посмотрим. Вы готовы, я надеюсь? Смотрим. Попросите ангелов. Я попробую ближе. Да, все, вот так оно показывает. Немножко отсвечивает, но тут попросите ангелов. Вы знаете, что я выпускаю каждую неделю несколько видео про ангелов-хранителей, про обращение к ангелам, поэтому сядьте и озвучьте свою задачу для себя. У меня на обращение к ангелам каждый раз добавляются обращения, и ангелы-хранители, которых я освещаю, я пишу, за что они отвечают и в каких случаях к ним обращаться. Поэтому обращайтесь, и всегда вы получите помощь, и, соответственно, ваша цель будет достигнута, ваша задача решена, на ваш вопрос придет положительный ответ, и ваше желание сбудется самым лучшим и прекрасным образом на благо вам и, конечно же, всем вокруг. Главное, чтобы все ваши цели, желания, задачи были на благо вам и, по крайней мере, без вреда всему сущему. Ну и смотрим второй вариант. Второй вариант. Я хочу сказать, что это восстановление, и из того, что я вижу за этой картой, некоторые из вас, если вы задали вопрос, то ответ на ваш вопрос – это восстановление, это именно возвращение своей энергии, именно восстановление своего, даже, может быть, не физического, а эмоционального здоровья. Это очень-очень важно. Дело в том, что и я уже не один раз говорила, и я это нашла во многих источниках, что 90% наших болезней приходят из-за нашего внутреннего состояния. И только 10% это внешняя среда, это что-то извне.
И я вам хочу сказать, когда у нас сильная энергетика, когда мы настроены на позитив, когда мы действительно живем в нете, в моменте здесь и сейчас, и настраиваем себя на все самое лучшее, происходит это восстановление, увеличение энергии, высокие вибрации, повышается настроение, и тогда я вам хочу сказать, что даже никого и просить иногда не надо, вы сами хозяин своей жизни, и вы сами можете достичь всего, что угодно, всего, что придет в голову. Конечно, есть определенный реализм в желании, реалистичность, простите, вот, желания должны быть реалистичны, и тогда они обязательно сбудутся, и все ваши задачи будут решены, и ваши цели будут достигнуты. Ну а на сегодня все. Делайте ваш выбор, и всегда делайте выбор в пользу позитива, в пользу счастья, здоровья, успехов и удачи, и благосостояния. Это ваш выбор, и то, что вы выбрали, то вы и получите. Главное, правильный настрой. Ну и я вам всего этого желаю от всей души. Увидимся очень-очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие, и благодарю вас. Благодарю. Пока.